Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». По вашим многочисленным просьбам, мои дорогие, сегодня мы будем готовить с вами знаменитый, очень вкусный, мега-ореховый венгерский торт Эстерхази. Я считаю, что самое время его приготовить именно зимой, когда холодно на улице и такой потрясающий торт у вас на столе. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Первым делом сначала подготавливаем противень и пергамент. Сразу очертила необходимые нам круги. У нас диаметр 19 сантиметров. Переворачиваем пергамент и вот так мы будем выкладывать тесто готовое. Нам нужно 6 коржей. А сейчас нам нужно измельчить в ореховую муку. Я взяла в равных долях по 135 грамм фундук обжаренный и миндаль неочищенный. Сильно долго измельчать не нужно. Нам нужно, чтобы получилась мука, а не паста. Все готово. Емкость должна быть абсолютно сухой. Мы сейчас будем готовить безе. Я подготовила белки. Белков у меня 270 грамм. И нужно четко понимать, если у вас белков 270 грамм, то мы обязательно сахар берем тоже 270 грамм. И ореховой массы тоже должно быть 270 грамм. Если вы берете белков 250 грамм, соответственно сахара 250 и ореховой массы 250. Очень важно, чтобы не было от желтков никаких прожилок, никакого жира и влаги. Сейчас немного добавляем соли. Буквально щепотку добавляем соли. Лучше будут взбиваться белки. Очень важно, чтобы белки были комнатной температуры. И сейчас будем взбивать сначала на низкой скорости до нежной пенки. Ну а теперь постепенно будем всыпать сахар. Сахар у меня мелкий. И будем взбивать до устойчивых пиков. И глянцевая масса должна быть на высоких оборотах. Начинаем с маленьких. Добавляем 1 чайную ложку ванильного сахара, чтобы усилить аромат. И взбиваем, добавляя сахар. Если вы взбиваете в планетарном миксере, то достаточно 10 минут. Если взбиваете ручным, вам нужно взбивать минут 15-20. И так, чтобы охватить все белки. Вот такая масса получилась, глянцевая, и вот такие устойчивые пики. Очень утяжеленные уже такие белки, красивые. Хочу заметить, что ни в коем случае сахар не уменьшайте и не прибавляйте, если вы хотите, чтобы у вас меренга получилась вкусная и нежная. И сейчас деликатно в 2 приема будем добавлять ореховую массу. Посмотрите, какие белки невесомые. И внизу на дне не должно быть влаги. Вот такие они. И сейчас белки сразу начнут оседать, так как мы будем добавлять орехи. Поэтому все добавляем постепенно и вымешиваем аккуратно, снизу вверх. Вот такая масса у нас получилась. И стараемся по кругу ровной формы, чтобы одинаковой толщины были. Массу желательно сразу распределить. В таком вот виде, уже в виде пласта, вы можете оставить даже в течение часа. Постепенно выпекать. Итак, коржи у нас готовы. Постаралась максимально равномерно распределить все 6 коржей. Духовка уже включена на 165 градусов можно. Выпекать будем 20-25 минут. Включаем вверх-вниз, без конвекции. И отправляем один противень за другим. А сейчас приготовим крем. 300 мл молока отправляем в сотейник толстостенный. Нам нужно довести молоко до состояния парения. В коем случае не кипятим. Ложку кукурузного крахмала. Добавляем чайную ложку ванильного сахара. 80 грамм сахарного песка. Все хорошо перемешиваем. Сюда же добавляем 140 грамм желтков. Все хорошо смешиваем между собой. И молоко у нас тоже уже разогрелось. И сейчас сюда будем добавлять горячее молоко. Потихоньку, деликатно. Так, чтобы яйцо не сварилось, поэтому понемножку добавляем и интенсивно помешиваем. Все хорошо нужно смешать, чтобы потом не было комочков у нас. И сейчас в ту же емкость, в которой варилось молоко, разогревалось, выливаем эту массу сюда же. И сейчас ставим на огонь чуть ниже среднего и будем уваривать до загустения. Желательно массу не кипятить. До первых булечек 30 секунд и масса заварная готова. Переливаем в отдельную миску до полного остывания.
А сейчас отдельно приготовим пралене. В сковороду отправляем 130 грамм либо фундука жареного, либо миндаля. Сюда же добавляем равное количество сахара. 130 грамм сахарного песка. Ставим на средний огонь, немного дадим, чтобы сахар начал движение растапливаться, и затем уже немножко будем помогать лопаткой. Огонь чуть выше среднего. Как только сахар начнет подтаивать, начнем помогать лопаткой немного. Нам нужно, чтобы миндаль закарамелизовался. Немного помогаю лопаткой, уже начинает плавиться. Теперь уменьшаем огонь до минимального, и сейчас буквально 2 минуты обжариваем. Самое главное не передержать. Вот до такого состояния. Все, снимаем с огня. И выкладываем все на подготовленный пергамент и распределяем. Оно должно полностью застыть. Вот так все распределяем и до полного остывания. Масса великолепно застыла, и сейчас мы ее порубим ножом. На более маленькие кусочки делим, чтобы не перегружать блендер. И теперь нам нужно взбить до пастообразного состояния. И посмотрите, масса насколько уменьшилась. И вот какая она должна быть жидкая. Вот такую прекрасную вкусную пасту миндальную пралене можно хранить в холодильнике и добавлять к любым десертам. Вот так должно у вас получиться. Вот это готовое пралене. Посмотрите, как у нас пропеклись коржи. Полностью остыли, мы их освободили от пергаментной бумаги. Легко и просто. Посмотрите, какие они. Пахнут очень вкусно. И сейчас будем готовить крем, уже собирать его и собирать тортик. Масло комнатной температуры 300 грамм. Отправляем в миску. Нам нужно масло взбить до побеления. Масса готова. И сейчас сюда будем добавлять охлажденную заварную массу. Масса остыла. Посмотрите, какая она красивая, желтенькая, как будто в нее добавили куркуму. Вот такой заварной крем получается на желтках. Постепенно добавляем к маслу и взбиваем. До однородного состояния все взбили. И сейчас добавляем пралене. И тоже до однородного состояния взбиваем. Крем однородный, очень пышный и нежный. Все готово. Выкладываем первый корж. 100 грамм крема откладываем на бока. Хорошо смазываем корж и выкладываем сверху. И так с каждым поступаем, пока полностью не сформируем тортик. Немножко прижимаем, не сильно, чтобы корж сел. И последний корж. Немножко подсаживаем его. И сверху и с боков оставшимся кремом завершаем оформление. Все, посмотрите, у нас крем полностью заполнил все пустоты. Великолепно тортик выглядит. И уже завершаем наше оформление. Я сейчас его в холодильник отправляю на минут 15-20. Для оформления хватает 20-30 грамм темного шоколада, только не горького. Я в конверте кондитерский поместила и помещаем в горячую воду. Оставляем на минут 10-15, как раз чтобы шоколад растаял. А сейчас приготовим ганаш. У меня здесь белого шоколада 70 грамм. И добавляем горячей сливки 25 миллилитров. И все хорошо смешиваем. Можно в микроволновке короткими импульсами до растворения шоколада. Смотрите, масса однородная, шоколад полностью растворился в сливках. Сейчас дадим немножко остыть и поливаем сверху, заливаем верх торта. Миндальные лепестки поджарили, мы их готовим сами в домашних условиях. Они должны быть вот такие поджарые, потому что когда они немножко подсыреют на торте, чтобы чувствовался, что это жареный орех. Если вы их оставите светлыми, будет не так вкусно. Вот до такого состояния. При 160 градусах где-то 7-10 минут. Но нужно все время подсматривать, чтобы не подгорели. Выливаем на поверхность и распределяем. И наносим характерный узор для Эстерхази.
И посмотрите, какой он у нас праздничный и нарядный получился. И сейчас мы его отправляем в холодильник на всю ночь. Утром будем пробовать. Я просто не могу вам передать словами, насколько он вкусный, какой он ореховый-ореховый, потрясающий вкус, в меру сладкий, просто одно удовольствие, один восторг. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Итак, дорогие друзья, если понравилось видео, я вам буду очень благодарна, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Помогайте процветанию канала. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.